Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим ключевые события, что сегодня намечается, какие движения, какие новости. И, соответственно, исходя из этого, рассмотрим, что ожидать, каких движений, каких возможностей по ключевым активам и на российском фондовом рынке. Итак, вышли данные по Китаю. Статистика здесь, но она с одной стороны не позитивная, скажем прямо, с другой стороны, то, что вышло, оно вполне было прогнозируемо. Я бы даже сказал, это далеко не самый худший сценарий, что могло было бы быть с учетом всех историй, которые происходят в китайской экономике. Но вот опять же, переходя к этим циферкам волшебным, могу сказать, что здесь самый неприятный, самый страшный показатель – это снижение объема промышленного производства от года к году. Здесь мы с вами видим снижение как и по сравнению с предыдущим значением, которое было месяц назад, так и по сравнению с запланированным. Здесь, конечно же, сказывается и энергетический кризис. Основная подоплека, причина возникшего кризиса заключается в том, что на фоне, во-первых, очень быстрого отскока и невозможности оперативного восстановления добычи нефти, газа, угля, начались все эти зеленые движения. Зеленые движения, они привели к тому, что начал очень сильно расти спрос на газ. Во-первых, сам по себе отскок произошел достаточно быстро мировой экономики и вырос спрос на газ. И плюс началась активная движуха с зелеными технологиями. Здесь окончательно масло в огонь подлил Китай, который выступил не так давно с заявлением о том, что будет производить ускоренную очистку от тех видов топлива сжигаемого, которые позволяют получать энергию, электрическую энергию. Проблема здесь двоякая. Помимо того, что обострился диссонанс в балансе спроса и предложения с газом, есть еще другой щекотливый момент, который почему-то никто не рассматривает. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет до так называемого коронакризиса Китай очень активно и очень много инвестировал в создание электрических мощностей, которые будут получать энергию путем сжигания угля. Да, в последнее время наметился переход на то, чтобы эти электростанции, которые строят, либо имели альтернативу использования газа, либо вообще в процессе рассмотрения строительства или даже строительства был переход на то, чтобы строить именно электростанции, которые работают на газу. В чем здесь заключается нюанс? Когда какой-то промышленный объект строят, инвестируют деньги, соответственно, эти деньги должны быть возвращены. То есть строится определенный график, привлекается финансирование и так далее и тому подобное. Возникает денежный поток. Соответственно, денежный поток уходит на то, чтобы оплачивать инвестиционные затраты, либо взятые кредиты. Если какое-то время назад были построены угольные электростанции, и, соответственно, они не были полностью возмещены в части инвестиций, то здесь возникает разрыв, и опять же это новые проблемы. И в том случае, если построенную угольную электростанцию, которая себя не окупила, не отбила затраты, произведенные на ее строительство, переоснастили в газовую, то это получается дополнительные затраты без надлежащего возмещения ранее понесенных затрат на то, что построили угольную электростанцию. То есть здесь получается замкнутый круг. Проинвестированы деньги в выработку электроэнергии на угле, но эти деньги, они полностью не отбиты. Но это к вопросу о том, что имеется еще одна дырочка в китайском финансовом мире. Да, возможно, с точки зрения экономики Китая, эта дырочка, она совсем небольшая. Но дело в том, что на фоне других проблем, которые есть с рынком недвижимости, с ростом цен на сырье, это, в общем-то, дополнительный гвоздик, который может ситуацию вывести из равновесия. Итак, друзья, по факту получается ситуация негативная, потому что объем промышленного производства упал больше, чем планировалось. Соответственно, поскольку в Китае все завязано на производстве, на том, что они что-то делают и куда-то продают, потому что сами они это не могут потреблять в ощутимых объемах, то, соответственно, это оказывает
дополнительный негатив на ближайшие движения в китайской экономике. Но то, что касается ВВП, он вышел меньше прогноза. Ну, это, конечно, неприятная вещь. На самом деле здесь отличие с прогнозом, оно небольшое. Конечно, напрягает то, что с предыдущим значением 7,9 значительное снижение. Здесь два момента есть, которые очень критичны с моей точки зрения. Во-первых, 5% это некая красная черта для Китая. Ну, на самом деле, раньше было 5-6, сейчас требования немножко снизились. Потому что экономика, которая идет по экстенсивному пути развития, она требует более 5% роста. Соответственно, если она уходит под черту 5%, то в ней возникают, как снежный ком накапливаются, кризисные явления. Да, в рамках всего года это ничего пока страшного нету, но сама тенденция, она налицо, и, судя по всему, она будет только усугубляться. Проблема заключается в том, что любая экономика – это как поток, который стремительно движется, а экономика, которая развивается экстенсивно, планово, она требует еще более сильного движения этого потока для того, чтобы те нюансы, те перекосы, которые в ней были, они сметались и не давали остановиться движению вперед. Итак, друзья, на фоне этих вышедших данных мы видим, что китайский фондовый индекс, он проседает и, соответственно, он создает негативный фон для российского и мирового рынка на сегодняшний день. С другой стороны, здесь вот это снижение, оно пока не носит критического характера, потому что мы не пробили никакие значимые уровни. Но, тем не менее, бодрое начало недели уже положено. Главное, чтобы движения на западных рынках, которые могут произойти из-за того, что сегодня 18 число, они эту ситуацию значительно не усугубили. Так, друзья, далее давайте рассмотрим S&P 500. S&P 500, это SFD на фьючерс, сегодня уже начинает несколько проседать. Это связано с негативом по Китаю прежде всего. Ну и на текущий момент у нас есть ключевой уровень, это 4420, который в случае удержания приведет к тому, что все это превратится в консолидацию в этом диапазоне и продолжится движение наверх. Тем более ключевые американские банки считают, что есть все основания для новогоднего ралли, потому что потоки капитала развернулись таким образом. В случае, если будет пробитие 4420, в этой ситуации весьма вероятно мы увидим либо коротенький задерг, либо планомерное движение в рамках всей этой консолидации на уровень 4380, вот сюда, к этому значению. Я думаю, все-таки более вероятно консолидационное движение, но когда будет 15:30 и открытие основных американских площадок, здесь, скорее всего, будут сюрпризы. Так, друзья, далее возвращаясь к сегодняшнему календарику. Ну, сегодня выходит ряд статистики по Соединенным Штатам. В частности, сегодня, помимо всего прочего, речь члена ФРС, данные по объему промышленного производства и отчет об исполнении федерального бюджета США. Все вот эти данные, они не являются ключевыми, но они могут оказывать существенное влияние на дальнейшее движение макроэкономических индикаторов США на этой неделе и на политику ФРС. Так, друзья, давайте по новостям еще пробежимся. Вот что касательно поставки по Северному потоку, что можно поставлять, кроме газа? Ну, ответ очевиден, тут даже интриги не должно быть названия, что сейчас все, о чем говорят, это поставка водорода. Но смотрите, я неоднократно обращал внимание, что проблема поставки водорода заключается в том, что водород, у него очень маленькие атомы и молекулы, они всюду проникают, и там, где есть сталь, они вытягивают оттуда углерод. То есть можно сказать, что, следуя зеленой концепции развития, они осуществляют декарбонизацию стали. Но на самом деле это приводит к тому, что структура стали становится рыхлой, и сталь, во-первых, быстро коррозирует после этого, во-вторых, просто становится хрупкой и рассыпается. Но, как известно, когда строят какие-то конструкции, никто не будет там с каким-то глубоким взглядом на будущее брать очень дорогую нержавеющую сталь, в которой практически нет либо очень мало углерода. И, соответственно, она не подвержена нарушению структуры стали, которая
возникает из-за движения по ней водорода, тем более при высоком давлении. Но мне ничего не известно о том, чтобы те трубы, которые используют для строительства вообще, в принципе, не только в России, но и в других странах, для этого используют нержавеющую сталь, тем более в которой минимальное содержание углерода. Это очень дорогое удовольствие, никто бы этим заниматься не стал. Текущий конструктив, опять же, с моей точки зрения, он водород не выдержит. То есть, либо они начнут очень быстро сыпаться, либо их надо будет постоянно чинить. Поэтому, мне кажется, это слишком опрометчивое заявление о том, что трубопроводы, построенные под поставку газа, можно использовать для поставки водорода. Так, ну и вот сегодня такой день заявлений великих. Оценил стоимость энергоперехода для России 3,2 миллиона рублей. На самом деле никто не знает, сколько будет стоить этот переход. Вот эти все цифры, они, с моей точки зрения, они не отражают реальность, они не могут ее в принципе отражать. Уже начнем с того, что решили развивать зеленые технологии, начали на них переходить, и тут же случился энергетический шок, рост стоимости нефти и газа. Поэтому здесь о каких-то затратах, сколько-то прогнозируемых, я думаю, говорить смысла не имеет. Ну и кроме того, проблема заключается в том, что для того, чтобы производить водород, это уже другой шаг технологии, то есть это не просто поставка сырья, а для того, чтобы это реализовывать, нужны определенные изменения, которых, я так понимаю, наверное, не будет. Но судя по вот этим двум статьям, я могу так навскидку сделать вывод, что там вроде бы можно поставлять водород, а здесь, в общем-то, нужен энергопереход. Я так полагаю, это к введению каких-то новых налогов. Так, друзья, тем временем Китай нарастил импорт угля. То есть все-таки Китай решил зелеными технологиями особо шибко пока не баловаться. К чему это может привести? Это может привести к возвратному движению цен на газ, и потом на нефть. Текущие цены на газ даже после коррекции, они соответствуют тому, что цена на нефть Brent должна быть в диапазоне 170-200 долларов за баррель, но это исходя из той энергии и целесообразности сжигания, которая соответствует газу. А то, что Китай наращивает импорт угля, это может привести к тому, что энергетический маятник качнется в другую сторону в течение ближайшего года. Так, друзья, далее то, что касается нефти. Исходя из часового таймфрейма, здесь наметился коррекционный откат. Если в ближайший час-два не будет взят уровень 86,1, то мы сегодня в течение дня увидим коррекционное движение, у которого цель будет потестить 84,35. В случае пробоя мы уходим вот сюда, в район 83,17. Если все-таки здесь возникает пробой, действительно, по сотам вышли позитивные данные, никаких оснований пока что для того, чтобы цены на нефть откатывались, нету, то мы сегодня уходим в диапазон 87,5-88. С моей точки зрения, пока такой сценарий маловероятен. Для того, чтобы продолжать рост, нужен какой-то выдох и коррекционный откат. Хотя бы вот куда-то сюда для начала, а там посмотрим. Там, скорее всего, он будет выкуплен и пойдет возвратное движение. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Сейчас в состоянии неопределенности идет открытие. Нефть достаточно сильна, и поэтому наиболее вероятный сценарий – это тестирование вот этого значения, ранее достигнутого вчера 70,90. Если оно будет пробито, то отсюда возникнет движение, у которого цель будет отработка уровня 70,5. Если мы в ближайший час-два до 10 часов не пойдем его тестировать и пробивать, то здесь более вероятен будет сценарий пробития верхней границы 71,1 и короткое, либо движение на 1-2 дня, целью которого будет 71,25, вот сюда к этому значению. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Золото выстаивается. Сейчас, соответственно, на текущий момент, сегодня в течение дня, если не будет пробития уровня 1763, обращаю внимание, сейчас я по SFD золото смотрю, не по российскому фьючерсу, то мы сегодня в течение дня ближе к открытию Америки увидим движение, у которого цель будет тестирование и пробой уровня 1775. Если мы сейчас здесь вот этот уровень пробиваем и возникает
дальнейшее движение, то весьма вероятно золото на сегодня перейдет в диапазон 1749-1757 и будет здесь торговаться. Так, друзья, далее платина. Конечно, для интрадея это не очень ликвидный инструмент, но давайте ее посмотрим, поскольку она очень стала хорошо себя показывать. Здесь у нас как бы локально есть идея, уровень 1045-1050. Если он не пробивается, то сегодня в течение дня мы увидим тестирование и пробой 1061 и отработка цели 1075. Так, друзья, далее Сбербанк. Здесь по Сбербанку 369-369,5 уровень. Если он удерживается, если не будет пробоя и проторговки под ним, то, соответственно, вот эта разворотная формация ломается, и Сбер будет продолжать торговаться в диапазоне в районе уровня 385-375,5 в этом диапазоне. Если здесь все-таки возникает пробой, поскольку сегодня 18 число и Китай показал негатив, то по Сбербанку мы можем увидеть тестирование значения 350. Пока такой сценарий кажется жестковатым, и вот этот уровень 369 он неоднократно спасал от дальнейшей просадки. Поэтому посмотрим, будет не будет пробить. Я думаю, скорее всего, его удержат, не дадут ему просесть. Но не зря же они все заходили, его так раздували, чтобы сразу спустить. Я думаю, что, наверное, все-таки вот это значение, оно послужит Рубиконом. Если все-таки его пробьют, это будет показатель того, что развивается какое-то достаточно ощутимое коррекционное движение на российском рынке. Так, друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего. Если какие вопросы, пишите.